Еврейский квартал – один из 4 исторических кварталов старого города. Это место часто называют самым древним и одновременно самым новым в Иерусалиме. И в этом нет противоречия. Так сложилась его история. Евреи начали селиться здесь еще в 8 веке до нашей эры. Так возник район, которому суждено стать одним из центров города в эпоху первого и второго храмов. Его история не раз прерывалась и начиналась заново. После Иудейской войны и восстания Бар-Кохбы римляне изгнали евреев из Иерусалима. Квартал опустел, и на его месте разместился 10-й легион. Тесные дома исчезли, появились римские бани, площади и прямые улицы. Главная из них – Карда. Когда-то это была центральная улица римского города. Ее ширина доходила до 22 метров, почти как у современного шоссе. Здесь ощущался размах, не тесные улицы, а пространство, рассчитанное на жизнь большого города. Сегодня часть Карда открыта на уровне эпохи крестоносцев. Пространство продолжает жить. Здесь снова торгуют, но вместо средневековых лавок – небольшие магазины и художественные галереи. Жизнь вернулась на эту улицу, как будто здесь ничего не изменилось. Но Карда рассказывает не только о том, что можно увидеть сегодня. Она напоминает о времени, когда этот город был совсем другим. Когда римляне покинули Иерусалим, евреи постепенно вернулись, и квартал снова стал их домом. К началу XX века район был густонаселенным, тесным и шумным. Несмотря на трудности, жители оставались здесь вплоть до войны 1948 года. Квартал оказался под властью Иордании. Жителей изгнали, дома превратились в руины, синагоги были разрушены, в том числе и Хурва, которая веками оставалась духовным центром этой части города. Казалось, что она исчезла навсегда, но история этого места уходит гораздо глубже. В 1948 году, во время боев за старый город, синагога оказалась в самом центре противостояния. Хурва, как и другие синагоги квартала, была намеренно разрушена. Здание взорвали, и от него остались лишь фрагменты стен и арка. Так Хурва снова стала тем, что означает ее имя – развалиной. Почти 20 лет на этом месте оставалась пустота. Современная Хурва открыта в 2010 году. Сегодня под ее куполом звучит молитва, а вокруг жилой квартал, который когда-то, казался, был утраченным. Рядом установлена золотая минора. Она создана по древним описаниям и выполнена из золота, как напоминание о предметах, находившихся в Иерусалимском храме. Семисвечник стоит в стеклянном футляре и обращен в сторону Храмовой горы, туда, где когда-то было его место. Прогуливаясь по узким улочкам квартала, можно увидеть мемориал, посвященный 48 защитникам старого города. Они погибли во время войны за независимость в 1948 году. Они защищали этот район в последние дни перед его разрушением. Этот памятник напоминает, что жизнь смогла вернуться сюда лишь спустя годы. Одним из первых ее признаков стал дом Ротшильда, жилое здание еврейского квартала, построенное во второй половине XIX века. Участок под него был выкуплен в 1857 году, и в последующие десятилетия здесь велось строительство. Здание предназначалось для нуждающихся еврейских семей. В течение 3 лет
Они могли жить здесь бесплатно или за очень небольшую плату. На фасаде по-прежнему виден фамильный герб семьи Ротшильдов. Стоит сделать несколько шагов, и начинаются улицы еврейского квартала. Дома, которые мы видим сегодня, самые молодые во всем старом городе. Они появились совсем недавно, но стоят на месте, где жизнь продолжается уже тысячи лет. Сегодня еврейский квартал – это одновременно жилой район, религиозный центр и огромная археологическая зона. Узкие петляющие улочки выложены знаменитым иерусалимским камнем. За неприметными дверями прячутся тихие дворики. Открываются окна, слышны детские голоса. Здесь нет суеты. Тишина этих улиц обладает особым объемом. Она гулкая, бархатистая, прерываемая лишь далеким звоном колокола. Среди жилых домов вдруг появляется мощная линия камня, так называемая широкая стена. Это участок оборонительной стены, построенной в VIII веке до нашей эры. Ее ширина достигает 7 метров. Сегодня она стоит прямо внутри квартала, как напоминание о городе, который существовал здесь за много веков до римских улиц и современных домов. Еще мгновение назад здесь была почти домашняя тишина, но квартал незаметно меняет свое дыхание. Становится людно, слышны шаги, разговоры, незнакомые слова. Город словно собирается в одной точке. Это уже не просто улицы, это дорога к месту, куда идут со всего мира. На иврите ее называют Котель-Маарави – западная стена. Со временем у нее появилось и другое имя. Видя, как евреи приходят сюда молиться и оплакивать разрушение храма, арабы назвали это место Эль-Магба – место стенаний. Так возникло название «Стена плача», известное сегодня во всем мире. На протяжении многих веков Западная стена остается одной из главных святынь еврейского народа. Сюда ежегодно приходят сотни тысяч паломников. Одна из самых известных традиций – оставлять записки с молитвами и просьбами, вкладывая их в щели между камнями. По иудейскому закону такие тексты нельзя выбрасывать, поэтому дважды в год их собирают и с почтением захоранивают на еврейском кладбище на Масленичной горе. Перед тем, как подойти к стене, принято совершать ритуальное омовение рук. Для этого на площади установлены специальные раковины, а уходя от стены, стараются не поворачиваться к святыне спиной. Несколько шагов делают, отступая назад. Жест уважения перед тем, как уйти. Но то, что видно на площади, лишь небольшая часть стены. Основная ее часть скрыта под землей. Чтобы увидеть продолжение, нужно спуститься ниже, туда, где камни сохранились в первозданном виде. Здесь особенно чувствуется масштаб. Огромные блоки известняка, некоторые весом в сотни тонн, уложены с точностью, которая поражает и сегодня. Свет здесь мягкий, приглушенный, шаги звучат иначе, голоса становятся тише, словно пространство само заставляет говорить вполголоса. И только сейчас становится понятно, насколько грандиозным было это строительство и как много еще остается скрытым под современным Иерусалимом. Мы снова в современном городе. Шум возвращается. Снова слышны шаги, голоса, открываются двери домов. Но после всего увиденного Иерусалим уже воспринимается иначе. Дважды стертый с лица земли и дважды возрожденный, этот квартал продолжает жить.
И отсюда не хочется уходить. Сюда хочется вернуться снова.